Мурены принадлежат к семейству муреновые, которое включает в себя более 100 видов. Они отличаются от других угрей тем, что у них небольшие округлые жаберные отверстия и вообще отсутствуют грудные плавники. У них нет чешуи, но слой слизи покрывает тело и защищает кожу от инфекций. Они могут вырастать до 3,5 метров в длину. У них плохое зрение, но отличное обоняние, которое они используют, чтобы искать пищу. Хотя они не обладают клыками или ядом, как считалось ранее, их мускулистые челюсти снабжены сильными острыми зубами, которые позволяют им хватать и удерживать свою добычу. Мурен часто принимают за злобных и сварливых животных. Они вынуждены постоянно открывать и закрывать рот, чтобы вода циркулировала через жабры, давая им возможность дышать. По-видимому, открытие рта мы и воспринимаем за агрессивное поведение, но так они просто дышат. Мурены пугливы и скрытны, и нападают на людей только в целях самообороны или ошибки. Большинство нападений происходят из-за приближения к логову мурены, но также это случается во время ручной кормежки водолазами. Такая практика часто используется дайвинговыми компаниями для привлечения туристов. Поскольку у них плохое зрение и в основном они полагаются на свое обоняние, именно поэтому им трудно найти границу между пальцами и пищей, удерживаемой рукой. Многие дайверы потеряли пальцы рук именно при попытке кормления мурен. По этой причине ручное кормление мурен запрещено в некоторых местах, в том числе на Большом барьерном рифе в Австралии. У мурен особый способ захвата добычи, но это очень сильный механизм, из-за чего угорь не будет отпускать добычу, даже если ему будет угрожать смерть, и поэтому приходится вручную разжимать челюсти. В то время как большинство из них не считаются ядовитыми, косвенные свидетельства говорят о том, что некоторые виды могут быть таковыми. Несмотря на змеиный внешний вид, мурена – это рыба, а не рептилия или амфибия. Взрослым муренам не хватает грудных и брюшных плавников, но у них длинные плавники, тянущиеся от задней части головы до хвоста и вдоль всего живота. Хотя может показаться, что это один плавник, на самом деле их 3 – удлиненный спинной, хвостовой и анальный плавник. Мурены являются рыбоядными, а это означает, что они поедают других рыб, даже некоторых мурен. Как и у некоторых других рыбоядных рыб, у мурен есть 2 челюсти. В них имеются обычные челюсти, называемые ротовыми, а вторые челюсти, находящиеся в горле, называются глоточными. В отличие от других рыб с челюстями, вторые челюсти мурены очень мобильны. После того, как мурена кусает пищу, вторые челюсти перемещаются вперед, хватают пищу внутри рта и тащат ее в горло, чтобы полностью проглотить. Таким образом, пойманная рыба не имеет практически никаких шансов на спасение. Интересно, что во время как и существования вторых челюстей было известно довольно долгое время, механизм проглатывания пищи мурены был полностью раскрыт только в 2007 году. Мурены могут охотиться в одиночку или в группах. Когда они охотятся группами, они не объединяются с другими муренами, а делают это с рыбами других видов. Этот вид охоты известен как ядерная охота и наблюдается у некоторых других видов рыб, таких как рыба-флейта и морских окуней. Нападение мурен на людей. 37-летний школьный учитель был атакован муреной во время погружения с аквалангом на коралловом рифе недалеко от кубинского острова Варадару. Ныряльщик был одет в гидрокостюм типа коротышка, который не закрывал его предплечья и икры. Перед тем, как войти в воду, его водолазная группа была проинструктирована относительно погружения и присутствия большой 10-летней зеленой мурены, обычно встречающейся на рифе. После того, как они опустились на 30 метров, мурена выплыла им навстречу. Сначала она подплыла к инструктору и другим дайверам, после чего нашла свою жертву. Без видимой провокации она крепко схватила учителя за правое предплечье. Ныряльщик предпринял безуспешную попытку привлечь внимание своей группы, после чего надул плавучее устройство и совершил аварийное неконтролируемое всплытие на поверхность. Как оказалось, у него было сильно повреждено правое предплечье и большой палец правой руки. После серии операций мужчина вернулся к работе через 9 месяцев после получения травмы, все еще проходя интенсивную реабилитацию у терапевта. Более подробно это нападение и лечение его ран описано в исследовании 2004 года. В 2005 году на Семиландских островах в Таиланде Мэтту Бутчеру, инструктору по погружению, во время кормежки мурена откусила большой палец на левой руке.
До этого он не раз кормил мурен, но к его несчастью в этот день он кормил одну из мурен сосисками, которые сильно напоминают человеческие пальцы. Мужчина запутался в пакете с сосисками и не сразу смог достать одну из них. Видимо, это разожгло аппетит у мурены, которая ждала своего угощения. Она схватила его за палец и больше не отпускала, несмотря на усилия дайвера разжать челюсти. В конечном итоге мурена проглотила большой палец и спокойно поплыла к кораллам. Мужчине пришлось согласиться на пересадку пальца с ноги на место утраченного пальца на руке. За все медицинские услуги и эвакуацию с островов ему пришлось выложить порядка 30 тысяч долларов. Были и другие случаи, когда люди лишались пальцев в результате укуса мурены, но чаще получали несерьезные кровоточащие раны. Но мурен лучше не тревожить, особенно если вы видите сразу две, поскольку вы можете прервать процесс ухаживания и спаривания. Это и произошло в феврале 2018 года на коралловом рифе в ЮАР с польским фотографом. Он снимал двух мурен, когда одна из них внезапно повернулась и преследовала его почти 15 метров. Он считает, что на него напала мурена из-за того, что он своим появлением прервал ритуал ухаживания и спаривания, что несомненно разозлило одну из мурен. К счастью, никто не пострадал в этой ситуации. Я быстро уплыл. Угорь преследовал меня примерно 10-15 метров, но в конце концов все было в порядке, сообщил он. Исторически мурен боялись по многим причинам. В древние времена римские правители, такие как Нерон, по слухам бросали непослушных слуг в ямы, наполненные голодными муренами. Очень мало известно о поведении взрослых мурен, но более молодые избегают конфронтации и отступают при приближении. Большинство травм, как правило, происходит, когда ныряльщики вставляют свои руки в отверстия, занятые угрями, или когда угри привлекаются свежеразрезанной рыбой, которую ныряльщики держат в своих руках. Следовательно, как правило, руки являются областью наиболее часто укушенной. Растущая тенденция спортивного дайвинга, связанного с ручным кормлением, несомненно приведет к увеличению числа подобных инцидентов. На этом все о нападении мурен. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.